Сокровища из Библии, казна Англии и 3 других знаменитых клада в нашей подборке. Эти утерянные сокровища не дают покоя археологам и простым искателям приключений, ведь их до сих пор не нашли. Ковчег Завета. Об этом сокровище говорится в Библии. Это величайшая святыня еврейского народа. Выглядит как ящик, в котором хранятся каменные скрижали завета с 10 заповедями. Ковчег сделан из древесины акации. Это дерево широко распространено в окрестностях Красного моря. А вот крышка ящика была золотой. Согласно легенде, ее толщина 4 пальца. Исчез он в 607 году до нашей эры. Его захватили вавилоняне, но куда спрятали, неизвестно. Думаю, если говорить о ценности для всей нашей культуры, это, пожалуй, главное мировое сокровище. Поиски ковчега до сих пор продолжаются. Золотые кони Батыя. У Батыя умер его любимый арабский скакун, и он решил создать его копию в виде золота. Всю собранную дань за год обменяли на желтый драгметалл, вызвали опытного мастера из Киева, и тот создал статую весом 15 тонн. Спустя год ему построили напарника, тоже из золота, точную копию. Эти золотые кони украшали въезд в столицу Золотой Орды. В то время это был город Сарай-Берке, который находится на территории Волгоградской области. Описание золотых коней осталось в нескольких летописях, а вот сами скульптуры исчезли. Археологи полагают, что кони погребены в одном из многочисленных монгольских курганов, где-то неподалеку от останков Сарай-Бату. Сокровища ацтеков. Ацтеки – богатейшая империя индейцев, которая обитала на территории современной Мексики. Они покорили все окрестные народы, взяли под контроль все рудники с золотом и драгоценными камнями. И за многие годы накопили несметные сокровища. Сперва правитель ацтеков Монтесума хотел использовать небольшую их часть, чтобы откупиться от испанцев. Но договориться не удалось. Аппетиты испанцев сильно разыгрались, испанцы хотели все сразу, и война продолжилась. Накануне боевых действий Монтесума сумел отправить караван с сокровищами в горы, на север Мексики. Местные индейцы потом рассказывали, что видели большой караван с сотней воинов и носильщиков, который уходил в горы. Обратно не вернулся никто. Судьба каравана осталась неизвестной. Выбить информацию из Монтесумы и его приспешников испанцам тоже не удалось. Сокровища тамплиеров. О несметных богатствах рыцарей-тамплиеров складывали легенды их современники. Откуда возникали эти слухи, ведь тамплиеры в целом одевались весьма скромно, как и подобает рыцарям-монахам. Дело в том, что тамплиеры финансировали строительство готических соборов по всей Европе. Вы видели готические соборы? Огромные архитектурные комплексы с оригинальным красивым дизайном, убранством. Одна из самых дорогих статей расходов готических соборов – витражи, каждый из которых стоил как купеческий дом. Это очень дорогое удовольствие. У королей и герцогов денег на постройку таких соборов не хватало, а у тамплиеров всегда были. Откуда такие богатства, до сих пор непонятно, но при разгроме ордена тамплиеров несметные сокровища найти не удалось. Подсудимые рыцари тоже не раскрыли тайну. Поэтому историки до сих пор гадают, откуда у тамплиеров были огромные деньги и куда они исчезли. Лично я думаю, что эти сокровища никогда не найдут. На этом сегодня все. Будьте счастливы!